魂师登神之路注定不平。这片道不是要公平战斗吗？让你们 Нелегкие отношения у Тансана с Хуихао с самого начала, особенно в оригинале, ведь в Дунхуа Тансан был довольно дружелюбен к своему будущему зятю, Хуихао. Согласно новелле, Хуихао оказался в смертельной опасности в божественном мире. Ему преградил путь сам Тансан. Даже заступничество Даймубая не смогло повлиять на решение Тансана. Хотя Тансан уже давно стал богом и вознесся в божественное царство, он по-прежнему внимательно следил за происходящим на боевом континенте. Особенно после того, как его дочь Танутун втайне спустилась вниз. Он очень переживал за нее и боялся, что с ней может что-то случиться. Когда Танутун узнала, что у Хуихао уже есть ребенок, она была в шоке и сильно страдала. Тансан тут же появился и забрал ее обратно в божественный мир. Что это значит? Какой еще ребенок у Хуихао? Давайте рассмотрим. Мы поговорим о любовных линиях Хуихао и финале Боевого континента 2, а также о первом появлении Тансана на континенте. Начнем с девушек, которые играли важную роль в жизни Хуихао. Всего их 3. Дзюйцзы, Апельсинка, Вандунер и Ванцюэр. Первая Дзюйцзы. Хуихао встретил ее во время студенческого обмена в Империи Солнца и Луны. Несмотря на то, что она не была его первой любовью, за 2 года они сблизились. Однако их отношениям мешала вражда. Дзюйцзы ненавидела Звездную Империю, откуда был Хуихао. Чтобы укрепить свою силу, она вышла замуж за кронпринца Сюйтяньраня из Империи Солнца и Луны и начала войну с другими империями континента. Как мы знаем, Хуихао сумел остановить конфликт. Позже Дзюйцзы родила сына, отцом которого был Юйхао, хотя он не знал об этом. Когда их сына похитили, Дзюйцзы попросила Хуихао и Вандунер помочь в спасении. Хуихао впервые встретил сына, не зная о его происхождении. Тансан позже даже пришел из Божественного Царства и пригрозил убить сына Дзюйцзы за разбитое сердце своей дочери. Танутун убедила Тансана пощадить ребенка и ушла с ним в Божественный мир, оставив Хуихао одного. Теперь о Ванцюэр. Хуихао впервые увидел ее в Звездном лесу. Она была императорским зверем. Позже ее облик изменился. Она была похожа на богиню света Вандунер. Этот зверь – трехглазый золотой лев с силой судьбы. Их судьбы переплел бог судьбы, и Ванцюэр из любопытства стала человеком. Когда Вандунер заболела, Хуихао вместе с Ванцюэр отправился искать цветок «Разбитое сердце». Ванцюэр спасла Хуихао, использовав цветок, и поняла, что влюбилась в него. Хуихао тоже любил Ванцюэр, но не хотел признавать, потому что думал, что любит только Дунер. Позже, в долине любви, Вандунер пожертвовала собой ради Хуихао, впав в глубокий сон. Ванцюэр поняла, что ее любовь была эгоистичной, а любовь Дунер чистой. После того, как Ванцюэр исчезла, Хуихао осознал, насколько важна для него Ванцюэр. Она отдала ему свою душу и тело, став его 7-м кольцом боевого духа. Хуихао стал сильнейшим духовным мастером на континенте, сражаясь с Империей Солнца и Луны. Позже он создал союз 4 империй, чтобы прекратить войны. Именно такой любовный треугольник стал причиной некоторых проблем Хуихао. Многие заметили, что Тансан постоянно мешает Хуихао и вмешивается в его жизнь. Если бы не вмешательство Тансана, то учитывая, что Хуихао – ребенок судьбы, его жизнь была бы легкой и успешной. Тогда возникает вопрос, зачем Тансан все время доставляет проблемы Хуихао? В конце Боевого континента 2 Тансан наконец объяснил причину, почему он так поступал. Когда я только начинал читать оригинал Боевого континента 2, я тоже думал, что Тансан поступает как злодей, ведь Хуихао живет спокойно и хорошо, а Тансан все время ему мешает, особенно в Долине Чувств, где он сильно пострадал. Но когда дело дошло до финала, Тансан лично объяснил Хуихао, почему он так себя вел. По словам Тансана, он не просто хотел доставить неприятности, у этого был глубокий смысл. Тансан изначально выбрал Хуихао, чтобы тот стал его наследником в роли морского бога. Поэтому он все время проверял Хуихао, устраивал испытания, чтобы подготовить его к этой задаче. То есть Тансан не специально хотел мучить Хуихао, а наоборот пытался проверить его, чтобы тот смог стать новым морским богом. А раз это были испытания на наследство божественной позиции, то Хуихао неизбежно должен был страдать и сталкиваться с трудностями.
Иначе эти испытания не имели бы смысла, поэтому Хуэйхао пришлось пройти через много бед и испытаний. Очень жаль, что Тансан не объяснил все это раньше, а рассказал только в конце истории. Из-за этого пострадали оба героя, и Хуэйхао, и Тансан. К тому же Тансан хотел передать Хуэйхао свое могущественное оружие – трезубец морского бога, чтобы тот стал новым морским богом. Но тут неожиданно появился бог эмоций Роннинбин, который тоже является богом и отвечает за эмоции. Он забрал Хуэйхао у Тансана. Хуэйхао был слишком молод и не понимал, что делает Тансан и что он задумал. Когда Роннинбин предложил ему стать наследником позиции бога эмоций, Хуэйхао сразу согласился, думая, что таким образом Тансан признает его богом. Тансан был очень расстроен, потому что его избранника украли. В итоге Тансан остался ни с чем, а Хуэйхао стал наследником бога эмоций. А теперь, что касается ребенка Хуэйхао. Хотя он и не знал, что Дзюйцзы забеременеет от него, Тансан все равно не считал его невиновным. Он прекрасно понимал, что Хуэйхао слишком мягко с ней обращался. Сначала был авантюер, потом Дзюйцзы, теперь еще и внебрачный сын. Любовная история Хуэйхао запуталась как клубок. Конечно, Тансан понимал, что Хуэйхао сам был в неведении, но как отец он не мог простить того, что его дочь Танутун из-за всего этого страдала и плакала. Он просто не мог не проучить зятя. А еще Тансан хотел, чтобы Хуэйхао освоился силой бога эмоций. Он только получил этот титул, но не успел привыкнуть к жизни в Божественном Царстве. Вот Тансан и решил проверить его силы в бою, заодно оценить, насколько Хуэйхао способен защитить его дочь. Впрочем, в аниме все эти запутанные отношения просто вырезали. Наверное, чтобы Тансан не оказался таким злым. В самой истории, когда Хуэйхао стал богом эмоций и попал в божественный мир, он первым делом захотел увидеть Танутун. Но Тансан отказал и даже захотел убить его. Ни имя Даймобая, его предка, ни прошлые заслуги Хуэйхао его не остановили. В первом бою Тансан полностью разгромил зятя. Тот ушел и встретился с Даймобаем, своим предком. А еще с матерью Хуюнер. Под ее влиянием Хуэйхао признал свое происхождение и снова взял фамилию Дай. Когда Даймобай узнал, что Тансан не дает Хуэйхао увидеться с Танутун, он вместе с Джуджуцин отправился к Тансану просить за него. Но тот был непреклонен, он сказал прямо: «Это моя единственная дочь, Хуэйхао уже причинил ей боль, я не позволю, чтобы это повторилось. Хочешь с ней видеться, сначала победи меня». Но это уже другая история. Было бы крайне интересно увидеть эту битву между богами Хуэйхао и Тансаном. Как вы думаете, кто в итоге победил? Напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.